Итак, дорогие друзья, сейчас у нас 8:30, и старый еврей решил напоследок вам подарить еще кое-что и отойти ко сну на пару часов. Мне сегодня еще надо ехать по делам, поэтому надо все-таки выспаться хоть немного, точнее поспать. Итак, зеркала. Я рекомендую вам найти мой ролик, точнее набрать в Ютубе «Зеркала в магии. Ведьмина изба». И прослушать эту лекцию для того, чтобы понять кое-что о зеркалах. Зеркала – это вход в потусторонний мир. Однако я больше не знаю никого, кто бы так подробно объяснил и назвал вам название зазеркалья, а именно тать потусторонняя. Так называли зазеркалье всегда из древних времен. Потусторонняя тать. Так вот, с зеркалами нужно быть осторожнее. Есть зеркала теплые, есть зеркала холодные. Теплые зеркала – это те, которые нас притягивают. Мы любим смотреться туда. Холодные зеркала, как бы они красиво не были оправлены, они отталкивают. В холодных зеркалах часто селятся духи зазеркалья. Они везде есть, но в холодных они злобные. Бывают такие моменты, когда человек, глядя в зеркало, видит кого-то другого. И приходит выступление, пугается. Когда умирает человек, закрывают зеркала в доме для того, чтобы покойная душа не запуталась, не осталась в зазеркалье, а освободилась и ушло. Напротив зеркала спать нельзя, потому что будет вытягивать всю вашу жизненную силу. И если у вас напротив есть зеркало, чем-нибудь закройте это зеркало перед сном. Потому что если вы просыпаетесь разбитые, уставшие, как будто вас били дубинками всю ночь, это зеркало у вас вытягивает жизненную силу. И если вы так дальше продолжите, то вы в конце концов приобретете опасную болезнь, которая вас сведет в могилу. Это будет не за один день, не за два, но это может за несколько лет вполне произойти. По ночам рекомендовали не смотреться в зеркало. Перед зеркалом всякие проводить ритуалы, обряды. Сейчас начинают все там на святки, катание через зеркало суженого. Я вас предупреждаю, вы можете никакого суженого не вызвать, но вызвать темных духов, которые даже воздействовать могут оттуда. Много раз случалось, когда находили девушек задушенными перед зеркалами, либо их ударяли настолько сильно, что это уродовало им лицо, вплоть до того, что череп приходилось восстанавливать и, значит, нижнюю часть костей и прочее, прочее. От чего? От того, что зазеркальные духи, они настолько сильны, они могут физически воздействовать. Если другие, скажем, иерархии духов, кто-то из них может проявиться, кто-то из них, у кого-то не хватает энергии, сил проявить себя и показать, то зазеркальные духи, они все время питаются энергией, и они могут проявить себя физически. Поэтому будьте осторожны со всякими сомнительными гаданиями и прочими вызовами женихов и так далее. Итак, о зеркалах я уже говорила, мы сейчас не будем зацикливаться на этом, но я хочу вам подарить очень действенный, сильный ритуал, оздоровить себя через зеркальника. Испокон веков что-либо отражающее являлось как, скажем, опасным явлением, так и через это отражающее, значит, стекло, либо поверхность любая
могли излечить, спасти от болезни. Учтите это. Так вот, именно ритуал подобный, к сожалению, не сохранился. Да, кстати, хочу вам сказать, в форуме один человек все-таки догадался, откуда у меня вот это вот понимание мира и осознанное вот это вот объяснение мира. Я как-нибудь сниму, может быть, в видео вам расскажу. Не знаю, насколько это нужно, но, наверное, как-нибудь сделаю. Во времена принятия христианства в Армении, когда начали преследовать всех приверженцев старой религии, а именно родноверов, то в армянских семьях, а именно жреческих кастах, сохранялись тайком, спрятали тайную письменность, так назовем. С армянского, то есть на армянском языке звучит как цацкагирь. Тайная письменность. Это мудрости, книги, расшифрованные, закрытые в различных там символах и прочее, которые можно было расшифровывать только людям, ну, непростым, скажем так, тем, которым из поколения в поколение их бабушки, прабабушки объясняли, что это такое. И очень многие знания у меня оттуда. Но эту книгу показывать нельзя вообще. Там не одна книга, и там не совсем книга, там различные символы, нарисованные знаки и прочее. И второй момент, я как-то вам рассказывала. Севгирь. Черная книга или черная письменность. Это точно такая же тайная письменность, но армянской магии. То есть это еще ее называют язык темных сил. К сожалению, именно книга, как таковая, да, в таком формате, которым должна быть, не сохранилась. Но переданные из этой книги многие вещи передавались из уст в уста и записывались. Хочу вам сказать, что многие из этих тайных книг мама моя переписывала у моей прабабушки. И они сохранились в виде тетрадей. Даже могу сказать, тетради в клеточку, потому что моя мама математик. Она переписывала у нее. Я не знаю, с чего она так захотела, решила. Но она все аккуратно, у нее почерк очень красивый, все это переписывала и сохраняла в тетрадях. Все эти высказывания, заговоры, значит. И моя бабушка учила ее таким образом. Нужно обучать через мальчика, через мужчину, но не понимающего. То есть вот так сажать человека напротив и сказать, вот так надо делать и так, это нельзя. А как это делать? Неразумного мужчину. Либо он должен быть, скажем так, неразвитый, да, то есть больной человек, не понимающий. Он должен быть дурачок, не понимающий. Либо это должен быть младенец. И я помню, что моего брата, двоюродного Самвела, который был еще маленький, мы с ним, в принципе, одногодки почти. Но мне тогда было где-то лет 6, ему где-то 7. Вот он не понимал, естественно, ребенок игрался. И вот посадили его посреди бабушки и мамы, дали какие-то там сладости, он рисовать что-то дали. И я помню, что моя бабушка что-то говорила, и мама моя, значит, повторяла и записывала. Я это поняла потом, когда я спросила, что они делали. Она сказала, что она меня обучала. То есть она мне передавала то, что можно. Как видите, мама моя это переняла, знает некоторые вещи, но она не взяла для себя это. Но почему ей вот в голову пришло это взять, записать, я до сих пор не понимаю. Некая сила, как бы, знаете, подтолкнула. Для меня подготавливали. Так что этот человек прав. И эти все тайные письмена и знания, необычные знания, по которым можно рассчитать будущее Вселенной и народов,
они существуют, и они хранятся у армян. Если еще сказать, что у армян вообще особое мышление, они улавливают, ну вот им дано, я не могу объяснить, почему. Ученые говорят, строение армяноидского черепа, оно так вот построено, так является, это факт. И оно каким-то образом улавливает эти вибрации, вот эти тайные, скажем, звуки, скрытые, вот эти волны. Поэтому в каждой армянской семье вы можете встретить тех, кто смотрит на кофе и так далее. В любом случае, каким-то образом им все равно дано что-то увидеть, что-то сказать. Не профессионально, может быть, но, вы знаете, совпадает у многих, если это действительно армянских кровей. Вот, собственно говоря, плюс еще мои знания и то, что я изучала, и те наставники, которые мне не случайно, естественно, встречались на пути. Это все скопило, накопило и дало мне вот то, что я знаю, и то, что я вам передаю, дорогие друзья. Я просто пытаюсь вам объяснить, чтобы вы поняли, как происходит, откуда это все приходит, вот эти все идеи, эти все традиции, обычаи старинные. Естественно, это изучение. Это изучение, это много лет работы в архивах, это просто по своей инициативе, это любознательность, естественно, грамотность, наверное. Но в то же самое время, знаете, много кто чего изучает, но не каждому приходит на ум создать на этой почве что-либо, и не каждому дается информация, что можно создать. Многие могут купить самые дорогие краски, но не каждый из них может стать Айвазовским и изображать море. Согласны? Это должно быть дано. То есть разрешено человеку, подарено откуда-то из других сфер. Итак, вот на основе этой традиции зеркальной подлечиваться зеркалом и через зеркальника я создала, скажем так, вот этот ритуал. И наряду с другими сильными работами, которые очень помогают людям исцелиться, даже помолодеть, я передаю вам вот эту работу, которая очень сильна, поэтому, если вы сделаете все правильно, за короткое время вы почувствуете очень большое облегчение. Настолько, что, ну, скажем так, вот опухоль головного мозга, еще некоторые вещи. Вчера еще писали, я просто, наверное, сохранила, надо будет посмотреть. Какие-то, скажем, злокачественные такие выступления, когда женщина ходила, узнавала, спрашивала, и то есть ей назначили уже лечение, должна была пойти на операцию, перед этим опять сделали анализы и сказали, что они исчезли. Вот этим ритуалом, вот этим. Значит, послушайте меня, вам нужно взять зеркало. Любое зеркало можете купить, но оно должно быть новое совершенно. Не берете сдачи. Женщинам женские дни, мужчинам мужские дни. Женские дни – это те дни, которые заканчиваются на А. Пятница, суббота, да, среда. А мужчинам на те дни, которые не заканчиваются на букву А. Берите так, расплатитесь картой. Сейчас карточная система очень распространенные, или рассчитайте так, чтобы не взять сдачи. Сдачи вам брать нельзя. Зеркало можно любое, желательно, если бы это было в деревянной оправе, но если не найдете, любое. Постарайтесь такое зеркало, не совсем такое, то зеркало, которое немножко впадина более так выступает, потому что вам придется зеркало положить под подушку, чтобы вы его не продавили, не разбили. Разобьете, не переживайте, просто оставите где-нибудь и откупитесь. Если намеренно разбитое зеркало, она вреда не причиняет. Обычно зеркало, которое сама падает, вот тогда она о чем-то там предвещает нехорошее. Разобьете, сделайте по новой, но постарайтесь, естественно, не разбить. У вас уйдут внутренние страхи, паника, у вас могут уйти болезни, причем очень серьезные болезни могут уйти. Слушайте внимательно. 6 ночей кряду надо это делать. Потом снова повторить. 6 ночей. Перед сном начитывайте, зажигая черную свечу. Начитали, пальцами потушите. Можете в следующий раз использовать, когда читаете.
начитали, глядя в зеркало, берете подушку, значит, ложите зеркало этим зеркальным, все, гладью вверх и ложитесь спать. Следующий день вытаскиваете зеркало, зажигаете свечу, вот так вот проводите. Не очень нужно смотреться, но если посмотритесь, это не трагедия. Постарайтесь сделать правильно. Вот так проводите, значит, пламенем свечи. Вот таким образом, ничего не говоря. Несколько раз проводите черную материю и откладываете в сторону. Следующую ночь точно так же читайте. Потушили свечу, взяли зеркало, положили гладью вверх, закрыли подушкой, легли спать. У вас будет ощущение на каждое утро, что вы посвежели. Такое чувство, как будто через голову тяжесть вытянули. Даже ночью можете проснуться от того, что вам становится легче. Если у вас головные боли, они прекратятся. Если мигрени, они перестанут. Много чего может прекратиться. Могут восстановиться работа сосудов, кровообращение может улучшиться и так далее, и так далее. 6 ночей кряду это сделали, потом точно так же каждое утро проводите пламенем свечи, как бы сжигая то, что снято. 6 ночей кряду в конце берете, значит, в черную материю, закрывайте, заворачивайте, завязали, выносите в таком пустыре или где-либо в таком месте, где никого нет. Прям оставляйте просто это зеркало, ничего не оставляйте. 6 монет киньте туда и говорите: откупаюсь от своих болезней. Отвернитесь и уходите. Это не перекид. Человек, который возьмет это зеркало, на него это не перейдет. Ничего не перейдет. Вы просто вынесли, избавились от этого зеркала. Вам уже туда не смотреться нельзя, ничего. Через некоторое время снова повторите, снова покупайте зеркало до полного оздоровления. Желательно, если вы, например, каждый месяц это будете делать, вот целый год. У вас в течение года просто полностью восстановится здоровье. Но может восстановиться и раньше. Это просто для профилактики, чтобы не допускать эту болезнь, очищать постоянно и оздоравливать себя. Но самые такие сильные симптомы исчезнут очень быстро. Через 6 дней точно вы почувствуете облегчение. Потом этот процесс восстановления идет дальше. То есть вы ритуал сделали, завершили, но процесс оздоровления идет дальше. Читать нужно 6 раз. Духи зазеркалья, зеркальная гладь, потусторонняя тать. Заклинаю вас и прошу с меня болезни забрать, стянуть хворь на себя, страхи и переполохи, головную боль, суставную хворь, тяжесть в костях, позвоночную боль, сухоту, ломоту, болезнь сосудов, лихорадку, трясовицу, бессилие и слабость, что назвала, что не назвала, всякую болезнь и хворобу, телесную немоготу, душевную маяту, с меня стяните, заберите зазеркальные духи, Аздам, Сиак, Берсиэль. Пока я сплю, вы мое тело исцеляете. Мои хвори в зазеркалье забирайте. Не я приказала, а хозяин-зеркальник вам приказал, заклято. Еще раз прочитаем. Духи зазеркалья, зеркальная гладь, потусторонняя тать. Заклинаю вас и прошу с меня болезни забрать, стянуть хворь на себя, страхи и переполохи, головную боль, суставную хворь, тяжесть в костях, позвоночную боль, сухоту, маяту, болезнь сосудов, лихорадку, трясовицу, бессилие и слабость, что назвала, что не назвала, всякую болезнь и хворобу, телесную немоготу, душевную маяту, с меня стяните, заберите зазеркальные духи, Аздам, Сиак, Берсиэль. Берсаэль, извиняюсь. Пока я сплю, вы мое тело исцеляете, мои хвори в зазеркалье забираете. Не я приказала, а хозяин-зеркальник вам приказал. Заклято.
Особенно зимой, когда у нас нету силы, когда мы устаем, этот заговор вас восстановит. И у вас будет очень много энергии, сил работать и прочее, прочее. Вы спрашиваете, как же я живу, вот не отдыхаю, ничего. Но вы забываете, что я это все вам дарю, значит, я тоже, наверное, иногда могу для себя что-нибудь почитать. Да? Сапожник без сапог, и, как мой дед говорил, чабан без баранов. Так вот, я, наверное, тоже себе иногда что-нибудь читаю, да, поэтому у меня, собственно говоря, и возраст не особо виден. Вообще увидим, возраста нет. Они иногда очень уставшие, выжатые, но вообще они молодо выглядят. У них есть какая-то харизма, даже самые просто, скажем, простые ведьмы, да, так скажем, не самые распрекрасные, все равно они к себе притягивают и располагают. Так вот, я тоже себе кое-чего делаю, поэтому восстанавливаюсь, потом снова восстанавливаюсь. Вообще в своей жизни я именно благодаря этим силам и выживала в самых страшных мясорубках, хотя меня кидали туда, и, собственно говоря, я должна была это пройти и проходила. Безропотно проходила, хотя создается впечатление, что вот раз уж ты ведьма, значит, у тебя все должно было быть хорошо. Нет, дорогие мои, были ситуации, которые надо было пройти, чтобы быть сильной. И эти силы меня слышали только тогда, когда считали сами нужным меня от этого освободить. Но, в отличие от меня, у вас есть шанс услышанным быть ими сразу же. Кстати, хочу вам еще раз объяснить, для чего вибрации звуков, значит, громкий звук, низкие частоты и так далее. Еще раз объясняю. Духи делятся на определенной иерархии. И если какие-то силы слышат шепот, другие слышат громко, третьи в полголоса, делайте так, как я вам говорю, если вы хотите быть ими услышаны. Чем, скажем так, отличается просто чтение по сайтам и по книгам от живого разговора с человеком, который вас учит? Тем, что сайты книги не знают и не говорят вам, каким образом правильно обращаться, чтобы это получалось. Понимаете? Ритуалов, заговоров много где можно найти, но они не работают. Во-первых, понятие ключ. Понимаете, как произносить? В полголоса, громко и так далее. В конце как откупиться, что сделать, какие дни надо и прочее. То есть в чем прелесть ученичества? В том, что человек, который знает эти силы, человек, который их чувствует, который с ними работает, вас учит, как правильно обращаться, чтобы без лишних усилий и без долгих лет мытарства они вас услышали. Это я долгие годы изучала, чтобы понять, как к ним обращаться. Вот когда я это уже поняла, вам уже готовую информацию отдаю. Радуйтесь, что вам 20-30 лет не надо, как мне, изучать и понимать их. Что вы уже можете готовые взять и использовать себе во благо. Всем удачи, всех благ, и я пойду, товарищи. Все, с меня хватит сегодня. Старый еврей отдыхает. Всем удачи.